В студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе мы продолжаем говорить о самых интересных событиях в мире футбола. И на очереди чемпионат России. Очередной тур прошел в отсутствии ЦСКА. Но надо сказать, что интересные матчи были. И матчи, которые могут сказаться вообще на дальнейшем ходе этого чемпионата. Ну, во-первых, обращу внимание на центральную матч. Это Рубин-Локомотив. Локомотив споткнулся, я считаю, на Рубине. Очень хороший футбол показывали подопечные Красножана до этого. Ну, сейчас вот сыграли в ничью с Рубином 0-0. Не то чтобы это совсем плохо для Локомотива. Все-таки Рубин много выигрывал и чемпионом подряд становился у нас. Хотя сейчас идет обновление команды, но Курбанбердыев все-таки очень известный специалист, и те временные трудности, которые сейчас есть у казанцев, я думаю, они будут преодолены. Тем более, если не иссякнет, конечно, финансовый поток. Но сейчас вот Локомотив, можно сказать, все-таки потерял 2 очка, скорее, чем приобрел 1. Но еще хуже обстоят дела у другого фаворита этого чемпионата, главного фаворита, я бы сказал, у питерского «Зенита». «Зенит» проиграл на выезде Томи, и это уже даже не смешно. Если мы о предыдущих турах, в предыдущих матчах «Зенита» говорили о том, что команда никак не может найти мотивацию, то пора бы уже питерцам найти эту мотивацию, иначе команда Сколари может поплатиться за те вот сейчас очковые потери, которые они за 10 туров себе позволили. В предыдущем чемпионате они себе такого не позволяли, и то возникали проблемы у команды, она просаживалась, и ее начинали настигать, и возникала какая-то интрига и так далее. Сейчас интрига будет очень серьезная, потому что «Зенит», да как и другие, в общем, фавориты, и те же армейцы, они растеряли очков уже достаточно, и пора бы браться за ум. Несмотря на то, что чемпионат, конечно, очень продолжительный, но позволять себе проигрывать вот так Томи, потерять очки в играх с аутсайдерами, я думаю, что непозволительно даже при таком длительном турнире. Обратил бы я внимание еще на один результат. Это победа московского «Спартака» над Краснодаром со счетом 4-0. Убедительная победа. Не знаю, может быть, я оказался неправ, когда в прошлый раз говорил о том, что все-таки, на мой взгляд, надо бы красно-белым подыскать другого тренера, но с чисто психологической даже точки зрения, не знаю. Ну вот Валерий Карпин пока сейчас показал, что команда, в общем, на ходу. Но, если честно, победа над Краснодаром это пока не показатель, на мой взгляд. Надо будет посмотреть, как дальше будут развиваться события, потому что в том-то и беда красно-белых, что они прекрасные, хорошие игры, в том числе и в Лиге Европы, чередуют с провальными. Вот когда Валерий Карпин и его команда сможет какую-то все-таки стабильность приобрести, я думаю, тогда можно будет уже говорить о том, что с повестки дня действительно снят пока, во всяком случае, вопрос о нахождении нового тренера для красно-белых. Московские динамовцы выиграли у Крылья Советов 1-0, тоже команду пока так немножко, если выражаться на жаргоне, колбасит, то победы, то поражения, отставка тренера, пока не нахождение нового тренера. Посмотрим, как дальше будет развиваться события. Ну вот было кавказское дерби у нас тут прошло, Терек играл с Анжи, грозненцы одержали победу 1-0, тем самым притормозив немножко Анжи. Ну а другой северокавказский клуб, Спартак из Нальчика, сыграл в ничью с Кубанью 1-1. Ну и отмечу также крупную победу Ростова над Амкаром. Ростов команда домашняя, здорово играют ростовчане на своем стадионе. На этот раз они обыграли Амкар со счетом 3-0. Ну вот, наверное, это главные события, которые произошли в нашем первенстве. Еще раз выделю главные события, на мой взгляд, это победа московского «Спартака» с крупным счетом и поражение «Зенита» от Томи. Будем следить за тем, как будут развиваться события, и обязательно на Вестнике Кавказа делиться своим мнением с вами, уважаемые наши зрители и слушатели.